Анастасия, что мы показываем с тобой сегодня? Сегодня мы начинаем разбирать эксперт-уходы с Mesoform Pro. Что значит эксперт-уход? Это значит, когда вы уже сделали курс процедур по бьюти-гиду, ну, к примеру, 10 процедур вы сделали через день, и вам кажется, что нужно еще что-то добавить, чтобы эффект в зоне вокруг глаз прям был впечатляющим. Вот сегодня у нас будет эксперт-уход для проработки зоны вокруг глаз. Будем работать на подтяжку век, на укрепление зоны нижних век и, собственно говоря, поработаем немножко с морщинками. Работать мы будем с нашей насадкой для деликатных зон, и основным средством во время процедуры будет Total Eye Care Gel от Dermadial. Начинаем программу ухода стандартно с процедуры лимфодренаж. Нам нужно, так как мы работаем с веками, нужно разогнать общий лимфодренаж. 5 минут у нас уйдет на то, чтобы разогнать лимфу. Будем двигаться от центра к периферии и спускаться вниз. На аппарате выставляем режим минус, нажимаем кнопку старт. И наносим праймер-гель. Я люблю наносить праймер-гель сразу на манипулу, акцентирую на этом внимание. Геля изначально наносим достаточное количество, чтобы потом не отвлекаться на то, чтобы его добавлять во время процедуры и тратить драгоценные минуты. Распределяем сразу по шее, по боковой части. Напоминаю, что мы обходим центральную часть шеи, здесь у нас щитовидка, но вот эту выдающуюся часть под подбородком, конечно же, мы прорабатываем. Сейчас я распределила гель. То, что на боковых стенках манипулы собралось, я наношу на кончики пальцев и приступаю к процедуре лимфодренаж. Движение плавное. Легкая точка фиксации в начале и в конце каждого прохода. За каждым движением сбрасываем лимфу вниз на проекцию подподбородочных и поднижнечелюстных лимфоузлов. Мы не оказываем дополнительного нажатия, а мягко прорабатываем. Ну, то есть лимфодренаж легкий, совсем буквально. 5 минут на обе стороны лица. Вот нужно нам по времени это разграничить. Ну, сделаем по 5 проходов. То есть это был у меня один проход. Сейчас я приступила ко второму проходу. Это даст более интенсивный тогда эффект в верхней трети лица. То есть, когда мы прокачали лимфу, запустили все детокс-процессы, соответственно, все воздействие, которое мы будем оказывать на верхнюю треть лица, то есть для проработки области вокруг глаз, для укрепления кожи, для разглаживания, для уменьшения застойных явлений, все они будут проходить более интенсивно. Это нужно помнить. Нет в косметологии отдельных процедур, которые связаны только вот с глазами, да, когда мы точечно там фиксируемся в зоне вокруг глаз. Это не совсем правильное будет выполнение, потому что микроциркуляция, лимфоток, веноток, они у нас очень сильно взаимосвязаны по всему лицу. То есть нет такого, да, что отдельно задействованы только глазки. То есть можно я сделаю отдельно губы или отдельно глаза, не подходит Не такой подходит. вариант. Все равно нужно сделать 5 минут лимфодренаж. И эта процедура, она актуальна только в том случае, когда уже был общий курс процедур. Когда сделали, к примеру, да, вот то, что по бьюти-гиду прошли по тесту, сколько набрали, столько отработали, там 7, 15 процедур, 10, может быть, кому-то нужно было. Вот, соответственно, после этого мы переходим к эксперт-уходам. То, что я делаю, собственно говоря, сейчас. Это я уже 4-й делаю проход. И еще один. Немножко увеличу себе интенсивность. Слушай, а вот пока ты делаешь, да, про суфы и малярные мешки. Вот, Да. очень часто спрашивают девочки. Что касается суфов и малярных мешков, в любом случае вы начинаете работать с процедурой лимфодренаж по бьюти-гиду, либо по видео бьюти-гиду вы движетесь, а потом перейдете к эксперт-уходу. Это даст такой вот интенс на зону именно
которая связана с застойными явлениями, либо это грыжевые мешки, либо это суфы. Также эту программу, которую я буду демонстрировать в дальнейшем, мы можем использовать, и вы тоже можете использовать, если это была, например, какая-то блефаропластика. Возможно, это лазерная, либо это была хирургическая операция, либо комбинированная. То есть эту программу тоже можно использовать для коррекции, и для реабилитации в постоперационный период. Так, это я уже сделала 5 раз. Теперь перехожу на верхнюю треть, уменьшаю интенсивность, так как здесь у нас зона более чувствительная, и также делаю 5 проходов. Что касается суфов, да, это, во-первых, это анатомическое образование, да, и с ним, собственно говоря, чем раньше вы начинаете работать, тем эффект более раньше будет появляться. Что это значит? То есть, если, к примеру, вы там с детства замечали какие-то моменты застойные в области, ближе сюда к скуле, то, соответственно, нужно этим вопросом заниматься. И девочки, которые уже у нас с мезоформом, они говорят о том, что, в общем-то, всю жизнь занимаются этой историей, контролируют питание, контролируют питьевой режим. И с Мезоформ Про уже где-то после 5-6 процедуры очень симпатично все выглядит. На этот результат, которого вы достигли, главное его удержать потом. Что касается вообще работы с отеками, когда прокачали, кожа была в это время перерастянута избыточным количеством жидкости. И в этот момент нам нужно работать на коллагеновый каркас. Почему мы будем сегодня использовать именно Total Liker гель? Потому что в нем идет пептидная составляющая, которая именно укрепляет коллагеновые волокна. И это дает более интенсивное укрепление кожи. Потому что, согнав лимфу, у нас получается избыточная ткань в зоне, где она была натянута отеком. Соответственно, нам нужно эту зону максимально укрепить. То есть нужно все равно какое-то время, чтобы ткани приняли свое изначальное положение. Да. То есть возвращаемся к тому, что я сказала изначально. Чем раньше начинает человек на это обращать внимание, если это не такой давний процесс, да, когда уже очень давно, к примеру, есть отек, и только начали, допустим, 30 лет уже этот отек есть, а вчера купили мезоформ, сделали 3 процедуры и ждем, что все резко наполнится и подтянется. Такого не бывает. То есть чем раньше начинаем заниматься, тем больше у нас шансов на то, что все будет выглядеть вообще прилично и симпатично в короткие сжатые сроки. То есть если это уже давний отек, то с ним нужно поработать более интенсивно. То же самое сейчас повторяю, да, с левой стороны. Разгоняю лимфу. 5 проходов. А если это взрослые девочки? Если это взрослые девочки. Понятно, что девчонки 45, попроще, 40-45, а если более взрослые. То же самое, мы повторяем те же самые процедуры, просто если это девчонки возраст 45, то им 7-8 процедур, и они уже радуются результату. Если это человек постарше, то это будет 10-15 процедур. То есть увеличивается количество процедур, увеличиваются программы поддерживающего ухода. То есть нужно просто больше чуть-чуть этому уделять времени, но результат он в любом случае есть. У нас из недавних таких девочек, которые, 70 лет, но у человека прекрасные результаты, потому что он трудится над собой и в общем-то, видит и эффект в плане подтяжки, и лимфодренаж чувствует. А что вообще по ощущениям после лимфодренажа? И если... я имею в виду после лимфодренажа, после первой части, сейчас, когда мы работаем с минуса, да, что по ощущениям и что ты вообще видишь обычно, да, по коже, по ощущениям? Я сейчас только минутки 3 где-то я поработала с правой стороной,
И я прям уже чувствую, у меня здесь легкость появилась. Вот это то, что чувствую я. Притом я у себя не наблюдаю там каких-то ярко выраженных отеков, но отеки они есть. Они есть скрытые, вот, они могут проявляться в виде какого-то, знаете, ну, своеобразной такой усталости на лице. И вот как-то, ну, либо тяжесть, либо кажется, что умыться хочется все время, да, хотя ты, допустим, только что вот умывался. Вот сейчас вот я сделала эту правую сторону, я чувствую, что в этой части мне уже, в общем-то, легко щечки, легко глазу. То есть у меня было ощущение до процедуры, что у меня какие-то как мешочки лежат, притом не только на глазах, а прям на всем лице. Один крупный мешочек. Так, это я уже делаю последний проход, это я немного увлеклась. Ну, здесь сейчас мы работаем по нашему стандартному Да. протоколу. Лимфодренаж, первая часть, когда мы с минуса, в общем-то, делаем детокс. Так, и перехожу на верхнюю треть, тоже 5 проходов. Ну и как в предыдущих наших видео, да, мы демонстрировали это, но я еще раз все-таки проговорю. Когда мы делаем лимфодренаж, мы манипулой рисуем бровь, то есть часть манипулы над бровью, средним мы участком манипулы проходим по самой брови, и под бровью мы также ставим манипулу, то есть движемся по костному краю орбиты. При этом вы себе не помогаете лицом, не нужно в это время поднимать брови, как-то открывать рот, сильно вытягиваться, либо наоборот сильно наклоняться. То есть сидим максимально ровно, можно даже слегка прикрыть глаза и сосредоточиться на процессе. Кстати, если вам сложно не напрягать лоб во время процедуры, рекомендую прикрыть глаза и не смотреть в это время в зеркало. Возможно, сейчас это звучит немного странно, и вам будет казаться, что вы промажете манипулой и себе там куда-то не в ту точку поставите ее, но ведь вы рукой почувствуете, куда нужно поставить манипулу. Соответственно, прикрыли глаза, тогда вы расслабляетесь, ну, более интенсивно, и получается лоб расслабить. Так. Это было у нас 5 раз. Дальше возвращаемся к манипуле. Сейчас ты меняешь сейчас, да? Да, возвращаемся к манипуле для деликатных зон. И поработаем немного на укрепление верхних век и на нижние веки. Напомню, что составляющая Total Eye Care геля – это пептидная основа. Его можно внедрять с плюсового режима. Буквально несколько проходов я сделаю под глазами. Можно прям сверху нанести, так как мы поменяли режим, активные компоненты, они все равно будут внедряться, никуда они не денутся. Друг другу мешать они не будут. Начинаем также с правой стороны и немножко на верхнее веко. Буквально по капельке. Сейчас режим плюс. И мы внедряем Total Eye Care гель. Проверяем, равномерно ли мы распределили гель. И начинаем прорабатывать веки. Вначале от центра к периферии несколько движений по верхнему и по нижнему веку. С легкой такой точкой фиксации для подтяжки бровки. Но не смещаем бровь сильно. То есть прижали, но не нужно делать, да, вот здесь дополнительный какой-то залом. Это неправильно. Просто поставьте манипулу на костный край орбиты. И здесь продвигаемся к височной области спиралевидными движениями, так как височная мышца спазмируется, и это провоцирует дополнительную отечность под глазами. Ну и, соответственно, лучики у глаз тоже появляются по этой же самой причине. Повторяем так 3 раза. То есть ты точечно фиксируешься. Да. Продвигаюсь к виску, и здесь у меня идет спираль. И 3-й раз. Что касается вот
данного движения, да. Некоторые девчонки еще говорят о том, что носослезки тоже вот как-то начали себя активно вести. Помимо там отека выражена носослезка. Соответственно, мы начинаем с носослезкой работать вот таким вот образом, как будто бы поддеваем верхнее веко, под ресничный край заводим манипулу. Дошли до края глаза и перешли на верхнее веко. Это что касается ощущений, да, вот сейчас было видно легкое мышечное сокращение у меня, не знаю, там его видно было или нет. Ощущения, ну, достаточно таки комфортные, болезненных ощущений мы никаких не делаем себе, но импульс до мышцы доходит. То есть мы идем по костному краю, на яблоко, на глазное мы не воздействуем. Ну, когда мы прорабатываем нижнее веко, то мы заводим подресничный край манипулу, потому что здесь у нас есть еще одно анатомическое образование. Это глазничная перегородка, которая слабеет и получается такая, как складочка под глазом. Соответственно, мы укрепляем эту глазничную перегородку. Можно шире открыть глаза, вот, и как будто поднять и носослезку, и глазничную перегородку. И тоже точка фиксации у тебя, да, под ресничным краем? Под ресничным краем. Легкая точка фиксации. То есть вообще, если представить круговую мышцу, она достаточно таки объемная. То есть она не маленькая, вот такая, она достаточно таки крупная. И вот эти вот все наши линии, они идут перпендикулярно к круговой мышце глаза. То есть снизу мы перпендикулярно проработали, ушли в сторону. И здесь мы точно только, пока что мы только фиксируемся здесь, под бровью. Ну и здесь у меня уже впитался гель, я это уже демонстрировала, да, ушли в эту сторону. Теперь переходим на левую сторону. Немножко добавляем Total-Aker геля. То же самое прорабатываем с этой стороны. Изначально мы заводим манипулу под ресничный край. Можно пошире глазки открыть. А ты делала проход еще такой просто от уголка внутреннего. Да, извините. Да. Угу, все правильно. Не знаю, ты человек увлекающийся у нас. Гель достаточно активный, я сейчас об этом обязательно скажу. Старайтесь, чтобы гель не попадал в глаза. Это я говорю сейчас про Total-Aker гель, потому что может слегка пощипывать. Я думаю, что праймер уже, тот, кто работает с Mesoform Pro, если он попадает в глаза, мы чувствовали, что там все нормально, просто протер салфеткой и все. Здесь за счет составляющей пептидной основы ощущения, такие, как бы, слегка щипит. Здесь спиральку можно накручивать разную по амплитуде, можно двигаться, да, так точечно, если более там прорисованы лучики у глаз, а если именно с целью расслабления височной мышцы, то можно амплитуду увеличить. То есть здесь у нас какая техника, да, что мы делаем под глазами? Мы движемся линейно и к виску, линейно и к виску. Разогнали еще раз. Застой. Потом мы идем по верхнему веку точечно, с легкой фиксацией, но при этом бровь мы стараемся никуда не смещать. Мы стараемся прижать на место кожу и мышцы. Так, и в области виска мы накручиваем такую спиральку. И когда накручиваем спиральку, у нас есть еще одна колоссальная возможность приподнимать хвостик бровки. Соответственно, когда вы прокручиваете спиральку, вы еще параллельно поднимаете бровь. Но с бровью мы еще будем работать. Пока что мы работаем по Total-Aker гелю. Пару проходов. И теперь еще один прием для укрепления глазничной перегородки и воздействия на носослезную борозду. Движемся под ресничный край мягкими деликатными линиями. Здесь уходим спиралевидно и по верхнему веку.
А вот бывают такие множество мелких морщинок, таких горизонтальных под глазом, именно под ресничным краем нижним. Что касается проработки носослезной борозды и коррекции вот этой мелкой сетки под глазами, с манипулой для деликатных зон у нас, да, такая вот как более дополнительная ювелирная проработка получается, потому что с крупной манипулой Constant Magnetic было, ну, сложно, да, определенный навык должен быть практически, чтобы подобраться под ресничный край, и при этом, чтобы гель оставался на коже, а не в глазу. И что еще, да, из особенностей у манипулы для деликатных зон, это токопроводящая офтальмологическая резина. То есть нам удалось, да, смягчить вот этот вот импульс. Во время процедуры очень приятное ощущение, есть легкое мышечное сокращение, но в то же время очень комфортно это все дело проходит. И что хочу сказать еще девчонкам, даже если вы уже там начали замечать у себя носослезную вот эту вот бороздку, не торопитесь ее закалывать. В любом случае, перед такими, даже если вы уже сильно настроились и оговорили эту процедуру со своим косметологом, в любом случае нужно вначале проработать, согнать лимфу, укрепить мышцу, и потом, если еще все-таки вопрос будет, острым и животрепещущим, и вы все-таки примете решение, что нужно колоть, то тогда нужно колоть. Но, как правило, если работать с мезоформ, просто этот момент, он, инъекционный, он отступает на другой, на задний план. Потому что мы работаем с мышцей. А почему появляется носослезная бороздка? Потому что лимфа застаивается, она тяжелее, она начинает давить и немного опускает вообще в принципе лицо. Вот когда ко мне девчонки приходят на процедуру, они говорят: Настя, слушайте, лицо вот прям оно куда-то уплыло, куда-то съехало. И мы таким образом ставим назад мышцу, прокачиваем лимфу, и появляется вот эта вот легкость под глазками, которая, в общем-то, всем нам нужна. Да, здесь мы накручиваем спираль и по верхнему веку. Несколько раз прорабатываем точечно. А дальше я меняю третий наш режим, самый сильный режим, биполярный. И немного, помните, я говорила вам еще, да, что поработаем на подтяжку бровки. Продолжим эту сторону делать. Я оставляю манипулу все-таки для деликатных зон. Интенсивность можно откорректировать, да, под себя. Я уже, в принципе, знаю, какие у меня должны быть ощущения. И что касается именно подтяжки век и укрепления, я буду еще параллельно прорабатывать нос. Потому что, когда мы смеемся, не хочу это показывать, но все-таки покажу, да, иногда получается вот такая вот история. Вот. И с носиком нужно тоже обязательно поработать, поэтому нос участвует в процессе эксперт-ухода вокруг глаз. Итак, начинаем с кончика носа. Слегка здесь фиксируемся, как будто пытаемся его поднять. А дальше протягиваем к волосистой части головы. Теперь немножко латеральнее от кончика носа. И вторая линия, она движется за предыдущей, параллельно. Третья линия от крыла носа. Вот эту боковую часть мы прорабатываем. Не знаю, видно ли вот мышечное сокращение у меня. Что иногда, да, вот то, что часто я слышу в переписке, вот девочки спрашивают, что как это микротоки, какая мышечная подтяжка. Вот она, прямая мышечная подтяжка. Когда мы воздействуем на мышцу, она укрепляется. Вот, ощущения должны быть комфортные. Если вам не комфортно, вы не доводите, да, чтобы видеть эту видимую такую мышечную тонизацию и работу. И дальше что я делаю? Смотрите, я иду из-под брови. Здесь я слегка зафиксировалась. Как будто бы прижимаю ткань. Вот она в том месте, в котором стоит. Вот я поставила и также ее и прижала. А дальше, не смещая кожу, протягиваю к волосистому краю. Дальше из-под брови к волосистому краю. То есть смещаюсь сюда латерально, к периферии лица, еще так можно сказать. И легкая точка фиксации в конце каждой линии. Височную область точно так же мы прорабатываем. Можно даже слегка от скуловой зоны. Есть. И под глазом такое выметающее движение. Можно еще раз его повторить. И еще раз.
обращаю внимание, да, первое у меня движение было ниже, как бы, да, вот под носослезкой даже проходит. Второе по самой носослезке движение. И третье движение максимально близко под ресничный край. Повторяем. Фиксируемся на кончике носа слегка. Протягиваем кверху. А что нам это дает вот, именно в биполярном режиме? В биполярном режиме, ну, удается укрепить мышцы носа, да, то есть он все равно, мышц здесь хватает, не нужно об этом забывать. Здесь очень много мышц, и нужно форму носа тоже держать красивой. Здесь у нас 3 линии идет. И это дает то, что нос, он сохраняет свою форму, такую вот, как природой было запрограммировано, а не гравитацией откорректировано. И, соответственно, мы его подтягиваем. Если, наоборот, хочется носик сузить, то тогда вы больше работаете с вот этой частью носика. А здесь мы что, поднимаем А бровь? здесь мы поднимаем бровь и параллельно укрепляем верхнее веко. Так, немного впитался гель. Добавим немножко. 5 проходов делаем. Потому что вот укрепление верхнего века – это очень часто звучащий вопрос. Да, и нижнего в том числе. Здесь тоже гель добавляем. И здесь у нас 3 линии идут. Мы прям начинаем, да, вот это от спинки носа, где я показывала, где периодически собирается. Если прям уже сформировался там такой какой-то дополнительный, ну, крупный залом, как у Тома Круза, его наблюдаем, можно здесь, в общем-то, спиралевидно проработать, если там есть какая-то складочка дополнительная. И есть еще иногда на спинке носа во время улыбки собираются такие определенные перпендикулярные заломы, вот мы их точно так же спиралевидно прорабатываем. То есть это не межбровный залом, а перпендикулярный. На переносице. Да, на переносице мы это дело проработали. И отсюда мы уходим к периферии лица. Одна линия, выше нее вторая линия по носослезке, и третья, широко открываем глаза, смотрим вверх, лоб не напрягаем, третья уходит к виску. 3 раз повторяем. Смещаемся латерально. Да, то, что я говорила про нос. Если хочется, наоборот, нос присобрать, то есть форма носа у всех разная, тогда вы акцент делаете именно на крыльях носа. И поднимаемся. Из-под бровки захватываем. Если акцент вот именно на укрепление брови, не брови, Века. а верхнего века. Да, то здесь могут быть следующие наши линии. У нас есть техника маятник. Можно двигаться около 50 раз. Уйти вниз. То, что очень часто у нас спрашивают, почему мы не соблюдаем массажные линии. Данная техника, да, то, что сейчас я делаю, она дает укрепление мышцы. Дальше мы движемся линейно, точечно. То есть после маятника идем точечно. То есть мы первым движением сняли мышечный спазм в круговой мышце, а вторым зафиксировали ее в этом анатомическом положении. И завершили круговым движением. Завершили и вывели наверх. То есть не бросили где-то на полпути, где-то, да, а завершили и вывели наверх. Можем повторить еще раз. Подняли бровь. Сейчас добавлю гель. Итак, укрепляем верхние веки, подтягиваем бровь. Начинаем с кончика носа. Движемся к волосистой части головы линейно. Дальше из-под брови. Это наш первый линейный прием. То есть таким образом мы настраиваем мышцы на процесс подтяжки. Стараемся при этом лоб не напрягать. И здесь у нас также линейные выметающие движения по нижнему веку. Дальше вторая техника – маятник.
Таким образом мы как будто стараемся поддеть и поднять мышцу. И третья техника – это точечная фиксация. Что дает она нам? Она ставит мышцу в нормальное ее физиологическое и анатомическое положение. То есть снимает вот эту угрюмость, нависшие веки устраняет, вообще укрепляет, делает такой вот открытый взгляд. И здесь у нас продолжается восьмерка, потому что есть такое понятие, да, как нависает именно все веко, а есть момент, когда именно опускается хвостик бровки. То есть именно с хвостиком бровки вот эта амплитуда, она у нас присутствует в височной области. Итак, 3 приема. Изначально мы подтягиваем бровь снизу прям вверх волосистой части головы. При этом обращаю ваше внимание, что мы параллельно работаем с лбом, разглаживаем морщинки, если они там есть, височную область прорабатываем, хотя по сути мы работаем на подтяжку век, но височная область задействована. Дальше 3 линии у нас идет от центра лица к периферии по нижнему веку. Это все первый линейный прием. Дальше маятник на укрепление верхнего века. Как будто поддеваем мышцу. Прям по костному краю орбиты движемся. И третья точечная техника. Фиксируем мышцу в ее нормальном анатомическом положении. Здесь продолжаем спиралевидную линию. И от этой точки вы можете уйти по нижнему веку массажным движением, если вы любите такое делать, да, можно это сделать. И дальше уходим вверх и повторяем. У тебя явная асимметрия уже. Пора переходить на правую сторону. Так, все. Ну, видно, да, бровь Надо поравнять. поднялась серьезно. Так. То же самое. С кончика носа будем начинать, с правой стороной работать. Еще праймера. То есть для этой процедуры нам, по сути, нужно 2 основных средства для применения с мезоформ. Это Totaliker гель и праймер. Ну и подготовка стандартная. Это наш очищающий гель и тоник с АХ-кислотами. С кончика носа легкая фиксация и поднимаемся кверху. Вторая линия. Что профилактика опускания кончика носа, да? И вообще, как бы, тоже ж улыбаемся, там, не знаю, маски какие-то эти носим, оно все передавливает, соответственно, нужно нос тоже прихорашивать. И здесь мы подтягиваем бровь, линейно продвигаемся к периферии, к виску. Это как-то влияет на морщины на лбу? Да, параллельно разглаживаем морщинки на лбу. Снимаем вот этот спазм, который есть здесь и в скуловой мышце, и в височной мышце. Сильно не жмем. Вот на висок сильно жать не нужно. И здесь накручиваем спираль. Притом изначально мы ее делаем мелкую такую амплитуду, да, а потом можно увеличить. И это даст нам параллельную подтяжку бровки. Иногда вот девочки, да, то, что говорили мне, это вот особо морщинка еще и не сформировалась над бровью, но она за счет того, что поднимается бровь, пытается там как-то присобраться. Соответственно, вот эта вот такая крупненькая спираль, она снимает этот гипертонус и не дает возможности собираться там какой-то морщинки. Так, и по нижнему веку у нас идут 3 линии. Первая под носослезной бороздкой, вторая по самой носослезной бороздке и третья максимально близко под ресничный край. И здесь заканчиваем все спиралевидным движением. 3 прохода по массажной линии для укрепления круговой мышцы глаза. И дальше техника маятник. Можно прикрыть глазки. И поставим на место мышцу точечно. Можно прямо от этой точки начинать. Видно? Нет, сейчас на камеру не вижу. Давайте еще покажу. Есть легкая вибрация верхнего века.
Притом она не везде. Где вот попадаем на нервное окончание, конечно, там будет сильнее чувствоваться, да, нежели в каких-то других точках. Это не является нашей целью довести до вот этого мышечного сокращения, ни в коем случае. Аппарат он включен, он работает, мы получаем сплошную пользу. Три движения у нас здесь под глазом. Но специально доводить до мышечных сокращений, вот то, что сейчас я продемонстрировала, да, этого не нужно делать. Еще раз повторяю. То есть вообще, если подытожить вот этот наш эксперт-уход для кожи вокруг глаз, он вообще такой моментальный эффект дает, если говорить о предыдущем цикле процедур по бьюти-гиду, когда вы уже сделали курс, то одно удовольствие делать эти эксперт-уходы. Притом вы их можете чередовать, да, когда вот вы уже сделали основной курс, там 7 процедур, и хочется что-то проработать, то, к примеру, одну процедуру вы сделали для кожи вокруг глаз, вторую уже вы сделаете акцент на носогубных складках. То есть вы сможете себе индивидуально тогда расписать какие-то программы ухода и адаптировать именно под какие-то свои моменты индивидуальные. Так, теперь увеличиваем амплитуду на поднятие хвостика бровки. Делаем технику массажную. И дальше у нас маятник. И укрепляем точечно. Поднимаем бровь, укрепляем верхнее веко. Притом старайтесь укреплять верхнее веко таким образом, чтобы часть упражнений у вас была при открытых глазах, часть при закрытых. Я во время процедуры периодически так делала, но не акцентировала на этом ваше внимание. Тогда вы будете более интенсивно задействовать все мышечные волокна, которые есть. И еще раз. Ну, на первый раз, наверное, сложно будет закрыть глаза. Ну, со временем, наверное, да. Стараемся манипулу прижимать перпендикулярно. Ну, насколько это вообще получается. И не смещать кожу. Височная область. Также мы продолжаем линейно двигаться. То есть мы не вот так вот рисуем, а вот они перпендикулярные линии. Перпендикулярно имеется в виду к лучикам глаз. Под глазом 3 линии. Одна под носослезкой, вторая на самой носослезке и третья под ресничным краем. Здесь мы слегка вроде как прижали и начинаем здесь спиралевидно двигаться к волосистой части головы. Увеличиваем амплитуду, поднимаем хвостик бровки и возвращаемся таким массажным круговым движением. Переходим на маятник. Точечно. Я так увлеклась, что не контролирую последовательность. Все ли мы сделали одинаково слева и справа? Ну, вообще у нас, смотрите, еще какая история у всех. Я сейчас нажму на паузу, добавлю немного геля и расскажу. Я думаю, каждый из вас знает, что слегка слева, справа у нас и бровки по-разному выглядят, и есть прям у некоторых людей, ну, конкретно выраженная асимметрия, когда одна бровь выше, вторая ниже, и этот момент мы тоже можем корректировать с помощью Mesoform Pro. То есть, если, например, там какая-то, бровь, хочется ее интенсивнее поработать, делайте на ней большее количество проходов. То есть начинаем в любом случае мы с подтяжки. Что закончилось время. Начинаем мы с подтяжки для коррекции асимметрии, да, то есть если одна бровь более приспущена, это либо с рождения такая история генетическая, либо там это какой-то приобретенный такой уже момент образовался, и, соответственно, на этой стороне вы делаете больше акцент.
И еще что хотела сказать. Если были не совсем удачные процедуры в плане филлеров на сослезку, то Mesoform Pro это, ну, с этого нужно начинать, вот прям незамедлительно, не отлагать и не откладывать на какие-то, на потом, потому что чем раньше вы начинаете работать с филлером, тем меньше он создает декомпрессию, там пережимает нервное окончание, и, соответственно, эффект у вас будет уже, в общем-то, хороший, терапевтический, прям сразу после процедур, потому что мы снимаем отек, мы способствуем вообще восстановлению всех процессов, и лимфотоку, и улучшению микроциркуляции, и, собственно говоря, филлер, он просто не жмет так сильно на ближайшие анатомические структуры. Также эта техника, которую я сейчас выполняю, она еще будет актуальна, когда, например, после также не совсем удачных инъекций, да, появляется дополнительная отечность в области верхних и нижних век. Это про БТ? Про БТ? Да. Про ботокс, ксиамин, диспорт, вот эти вот все вещи, иногда не совсем какой-то прогнозированный результат получается. И, кстати, вот те, у кого есть СУФы, они наблюдают момент, что усиливается отечность в области СУФ, и, в общем-то, нужно приступать к лимфодренажным процедурам. Здесь у нас такая, ну как, мне уже симметрично, по-моему, там, да? Ну-ка. Да. Еще точечно проработаем. А вот что касается блефаропластики? Что касается блефаропластики, ну, там зависит, конечно, от того, какая была блефара. В общем, если это была хирургическая блефаропластика, то нужно дождаться, когда снимут швы, и можно делать процедуры с Mesoform Pro. Вот, хотя сейчас, как бы, ну, даже там, по сути, шовный материал, он саморассасывающийся, но все равно, как бы, наблюдаться у хирурга нужно. Где-то там через недельку нужно уже делать процедуры на дренаж, и тут даже не только сам дренаж, как с Mesoform Pro, уменьшается вот реабилитационный период, не так накапливается отек, лучше заживает, меньше, ну, такое как бы уменьшается рубцевание, что разные тоже случаи бывают. И что касается лазерной блефора, там, в общем-то, ну, примерно такая же будет рекомендация, где-то через неделю можно начинать делать уже процедуры. Что касается каких-то процедур, которые связаны с филлерами в носослезные борозды, то ну там какая история, да, то есть если вы видите, что это гиперкоррекция, ну, грубо говоря, колбаска под глазами, и это вам не нравится, то там не нужно ждать какой-то длительный период времени. Как правило, тоже где-то дней 7, и если вы видите, что отек он уже сошел, а колбаска видна, при определенном еще свете это все очень хорошо отсвечивается, соответственно, акцент делаете тогда на программу «Эксперт ухода» для зоны вокруг глаз. Вот. Это единственное будет исключение, когда можно начинать программу ухода именно с этой процедуры. Ну и по ботоксу то же самое. То есть если это после процедуры какой-то инвазивной, да, малоинвазивной, результат превзошел ожидания ваши, вот, либо отек дополнительный после ботулотоксина типа А вы наблюдаете, либо после филлера есть какие-то моменты, которые вам не нравятся, то долго не ждем. Через неделю уже можно делать процедуры. Так, а с нижней третью лица мы сделаем с тобой сейчас что-то? А что мы с ней можем сделать? Ну, как-то мы глаза сделали, лоб сделали, а восстановить полярность клеток. Точно! Вы гений! Ну, хотя бы... Да. Да. Ну что, ускорить процесс мы можем манипулой нашей крупной, базовой. Меняем полярность. То есть сейчас биполярный режим, и, ну, это символическое количество проходов, да, какое-то? Да. Я прям сразу везде гель нанесу. И здесь у нас будет следующее движение.
заодно все равно овал — животрепещущая тема. Все ее спрашивают, все об этом спрашивают, всех это волнует. И здесь мы пойдем по симметричным линиям. Над губой обязательно прорабатываем. С каждой стороны у нас получается по 5 линий. Такие своего рода, как жирные точки поставим. Пять линий и 3 прохода. Это третий проход у меня, я как усики рисую манипулой. Четвертый начинается от крыла носа по скуле к виску. Здесь то же самое. И пятый это под глазом к виску, под глазом к виску. И еще один раз делаем проход. За ушко. И здесь за ушко. Подняли немножко уголок рта. От уголка рта под скулой к уху. Дальше рисуем усики по центральной части, щечки по скуле к виску, от крыла носа и пятая линия под глазом к виску, под глазом к виску. Здесь придержали за ушко. Здесь тоже за ушко. На этом эксперт-уход завершился. Остатки, как обычно, мы смываем водой, тонизируем тоником с АХ-кислотами. И самое простое, что делаем, наносим сатин-крем. Если хочется дополнительно усилить, то под крем можно нанести еще небольшую каплю Total Eye Care геля на нижние и на верхние веки.